Твоя реакция в виде комментариев, лайков и подписки способствует продвижению моего контента в Ютубе. Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео опять про так называемый смысл жизни. Вообще, понятие смысла жизни само по себе абсурдно, потому что жизнь или то, что ты воспринимаешь как жизнь, существует само по себе. И сегодня, допустим, я задумался над вопросом, а почему вообще люди вкладывают смысл в то, что они не создавали. Вот, допустим, дети как смысл жизни. Например, кто-то говорит, что смысл жизни в детях. Опять же, я ничего не имею против идеи рождения детей, но для того, чтобы разобраться вообще в этом вопросе, да, о том, могут ли дети являться для кого-то смыслом жизни, нужно определить, откуда у человека берется потребность в детях. Вообще, у него есть потребность в детях лишь по одной причине, которая заключается в репродуктивной программе, которая и побуждает человека делать детей. То есть дети, как производная природы, не могут быть смыслом, потому что рождение детей означает лишь то, что природа воспроизводит саму себя через рождение детей. И в природе как таковой не может быть никакого смысла, потому что она существует и воспроизводит саму себя по умолчанию. А человек лишь описывает то, что происходит с ним, как смысл, который он сам вкладывает в тот или иной процесс. Но если, например, зачатие детей изначально имеет побуждение, обусловленное репродуктивной программой, не зависящее от некой сознательной деятельности человека, то и говорить о каком-то смысле довольно глупо. То есть человек может наделить своих детей значением функции смысла своей жизни, но другие биологические особи, коими и являются дети, не могут быть смыслом жизни для своих биологических родителей, потому что дети являются следствием действия репродуктивной программы, встроенной в каждого человека, но не следствием какого-то искусственного смысла, который якобы вкладывают родители в их рождение. То есть, если родители наделяют своих детей функцией значения смысла их жизни, значит, они не воспринимают их как других людей, которые не обязаны соответствовать каким-то их идиотским смыслам, которые они вкладывают в своих детей. И ребенок — это в первую очередь другой человек, и он не обязан подстраиваться под глупость своих родителей, поэтому и жить он будет со своими смыслами, а не с теми, которыми его наделили свои родители. Почему у человека зачастую именно в одиночестве возникает вопрос о смысле жизни? Зачастую у человека именно в одиночестве возникает вопрос о смысле жизни, потому что в этот момент он не получает никаких раздражителей извне, на которые он мог бы реагировать, не обращая внимания на себя как такового. То есть он не воспринимает факт нахождения себя одного как возможность обращения к себе, а не постоянный шум в виде своих собственных реакций на внешние раздражители. Например, кто-то не может находиться один, ему нужен постоянный шум в виде находящихся рядом людей. Это не хорошо и не плохо, потому что человек не мыслит своей жизни без таких контактов, и подобные контакты для этих людей и составляют осмысленность жизни, хотя, опять же, жизнь существует независимо ни от чего, поэтому не существует никакого по умолчанию встроенного в жизнь смысла, да, просто потому что ты ее не создавал. Причина побудительного мотива и смысл. Человек, как в случае, когда он называет детей смыслом своей жизни, не придает значения тому, что является первопричиной его побудительного мотива. В случае с воспроизводством детей есть репродуктивная программа, которая является
первичной причиной зачатия, но не потому, что человек вложил какой-то смысл в этот акт. Воспроизводство природой форм своего существования — это процесс автоматический, поэтому он абсолютно бессмыслен. Смысл может быть лишь в сознательной деятельности человека, когда он разобуславливает себя с природным автоматизмом. Или, например, когда человек идет в продуктовый магазин за продуктами питания, то в этом нет абсолютно никакого смысла, потому что потребность в пище у всех животных наличествует по умолчанию, то есть человек поглощает внешнюю материю, чтобы поддерживать жизнь своего собственного тела, и тело не может существовать без этой материи, потому что его существование обусловлено ей. Либо же, например, когда лев догоняет антилопу гну, чтобы ее съесть, да, для него не существует никакого смысла в этом, так как он действует сообразно биологической программе выживания, встроенной в него по умолчанию, и он не думает о том, что антилоп гну есть этично или неэтично. Пример непонимания мотива в случае с так называемым браком. Либо же люди, вступающие в так называемый брак, если они не руководствуются прагматическими мотивами в нем, вроде того, что отжать имущество, так скажем, супруга, да, то они могут описывать этот свой социальный акт как некую любовь, хотя первичным мотивом является мотив репродуктивный, но не какая-то любовь, о которой поют в общественных местах. В последующем человек уже привыкает к такой совместной жизни, и для него это превращается в рутину жизни, независимо от того, нравится ему это или нет. И эти люди воспринимают брак не критически, как нечто естественное, что сопровождает гендерные отношения. Это происходит потому, что никакая биологическая программа, к коей относится программа репродуктивная, не подразумевает критичности. В случае с браком человек оправдывает свою репродуктивную программу так называемой любовью и браком, потому что это выгодно с точки зрения первичных мотивов, то есть репродуктивных, но не какой-то сопливой любви, о которой поют в песнях. Потребность в осмысленности. У человека может быть потребность в осмысленности своей рутины, когда, например, он каждый день просыпается с мыслью о том, что ему предстоит что-либо, что является осмысленным с точки зрения результатов, к которым приведут его те или иные сознательные действия. То есть человек может расценивать свою деятельность с точки зрения ее целесообразности, проявляемой в конечном результате этой деятельности, но не самой деятельности. То есть изначально сам процесс жизни для человека не имеет никакого смысла, потому что он не инициировал свою жизнь. Следовательно, он не мог вкладывать в нее никакого смысла. Но он ищет осмысленность, которая позволила бы ему переживать рутину и различного рода невзгоды. Например, когда человеку хорошо, он не думает ни о каких смыслах. О смысле он задумывается тогда, когда он встречается с какими-либо неприятностями. Будь-то бы то, что он расценивает как неприятности и невзгоды, является чем-то несвойственным жизни, противоположным ей. То есть он субъективно думает о смысле как о чем-то, что доставляет исключительно удовольствие, или смысл как нечто, что позволит легче пережить неудовольствие. Допустим, я слышал историю некоего Франкла, который как раз и выразил эту мысль о том, что представление о смысле позволило ему пережить свое заключение в концлагере во время Второй мировой войны. Всего хорошего, до свидания. До встречи в следующих видео.